Приветствуем вас! Мы коллектив канала Перемен уже делали ролик на тему мигрантов. То был ролик про наше видение ситуации и про то, как можно решать вопрос, возникающий на тему миграции. В этом ролике мы поведаем вам про мигрантов сегодня, как они живут, с чем им приходится сталкиваться и почему трудового мигранта с вами больше общего, нежели чем с вашим же работодателем. Рассказ получится внушительным, поэтому запаситесь печеньками и приятного просмотра. А перед началом призываем вас подписаться на наш телеграм-канал. На нем мы публикуем новости, пишем статьи и делаем аналитику. Также вы можете связаться там с нами непосредственно. По данным Росстата за февраль безработица упала до 2,8%, что начиная с распада СССР является рекордно низким значением. Получается, не рабочие должны драться за вакансии работодателей, а работодателям приходится биться за рабочих, что приводит к повсеместному увеличению заработной платы. А на рынке рабочей силы хозяином положения стали соискатели. Теперь они диктуют свои условия работодателям. Вместе с тем, рекордно низкая безработица сопровождается дефицитом кадров на рынке труда. Эту проблему в течение года признавали и президент Путин, и Минтруд. Нехватку рабочих рук в отраслях отмечали они. Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой для экономического роста. Министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал рекордно низкий уровень безработицы как аномальный и тормозящий экономику. Наиболее остро стоит вопрос в компаниях транспортно-логистических, производства и строительства, сферы продаж, сферы услуг, финансовых организаций и IT-компаний. Острота проблемы заставляет государство призывать на помощь профсоюзы, которые должны помочь в увеличении производительности труда. 4 апреля, выступая перед профбоссами на съезде Федерации независимых профсоюзов России, ФНПР, Путин заявил: С учетом демографических вызовов, в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы. Товарищи, переходите на наш ТГ-канал, там у нас замечательные статьи. Страна была скинута в демографическую яму в 90-е годы, когда рождаемость из-за варварских рыночных реформ, из-за уничтожения плановой экономики власти человека труда упала на очень низкий уровень. Количество рабочих, родившихся в советское время, естественным процессом идет на убыль. Тогда как родившееся в 90-е годы молодое пополнение рядов рабочего класса дает низкий приток и не позволяет возмещать потери. Портал Superjob приводит к следующую статистику по увеличению среднего возраста рабочих по профессиям. За один год с 2022 по 2023 года наладчик оборудования с 43 до 46, механик с 44 до 46, электрик, электромонтер с 42 до 45, электрогазосварщик с 40 до 44, водитель грузового автомобиля с 42 до 44, электромонтажник с 41 до 43, водитель-курьер с 37 до 40, арматурщик с 36 до 38, курьер пеший на самокате-велосипеде с 34 до 37, комплектовщик с 31 до 37, грузчик с 32 до 35, сборщик заказов с 29 до 32. Население России и рабочий класс России стареет. Таков печальный факт сегодняшней действительности. Помимо демографического фактора, усугубляющего нехватку кадров, существуют и другие причины. Первое – это увеличение смертности в период пандемии коронавируса. Второе – ослабление рубля и снижение привлекательности страны для трудовых мигрантов. Третье – специальная военная операция, которая потребовала отрыва части рабочих для участия в боевых действиях, увеличения потребностей военного производства и создания новых рабочих мест. И 4 – это эмиграция части населения из страны в связи с произошедшими событиями. Власть предлагает повысить производительность труда путем модернизации и внедрения новых технологий. На съезде ФНПР президент России Владимир Путин заявил: У нас выбора большого нет. Или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда. Действительно, выбора нет. Долгие годы российский капитализм использовал дешевый труд бесправных мигрантов, и капитал был доволен. Но после резкого падения курса рубля количество мигрантов, занимающих свободные рабочие места, уменьшилось. Зимой в городах возникали проблемы с уборкой снега, и жильцам приходилось выходить на улицу. Если рассчитывать на мигрантов больше не приходится,
то поможет ли программа по повышению производительности труда? На словах все выглядит хорошо. Внедрение новых технологий, современного оборудования и так далее. Но есть нюанс. Для масштабного обновления производства необходимо восстановить станкостроение, которое было уничтожено после распада СССР. Вторая проблема связана с капиталистическим характером экономики. Собственникам компаний выгоднее нанять дешевых мигрантов, чем вкладывать огромные деньги в модернизацию. Кроме того, модернизация в перспективе не принесет собственникам прибыли, так как машина создает стоимость, равную затратам на эту машину. Чего не скажешь о живом работнике, который может принести прибыль большую, чем необходимо на его обеспечение жизни. Еще одна проблема – инфляция, которая вынуждает рабочих требовать более высокую зарплату. Центральный банк пытается сдерживать инфляцию, держа ключевую ставку на высоком уровне. С высокой ключевой ставкой бизнес не рискует брать кредиты на развитие и модернизацию. Развитие экономики замедляется. Получается тупиковая ситуация, где любое движение вперед может привести к негативным последствиям. На данный момент не остается ничего, кроме как подставлять костыли. Программа по увеличению производительности труда на данный момент заключается лишь в том, чтобы, например, убрать лишние операции, сократить расстояние от упаковки до склада. Проще говоря, прочертить работнику наиболее короткую дистанцию, чтобы он меньше времени тратил на лишние шаги и таким образом успевал производить работы больше. Еще одна тема, которая стала весьма актуальной, это проблема сверхурочной работы. В условиях нехватки работников работодатели пытаются компенсировать ее, оказывая давление на существующих сотрудников и заставляя их работать за двоих, троих и даже больше, а также увеличивая количество сверхурочных часов. По данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году составила максимум за последние 19 лет и составила 7,17 часа. В настоящее время работники могут легко сменить работодателя, если условия труда ухудшаются, однако ухудшение условий труда становится общей тенденцией. Особенно сильно это ощущается в медицинской отрасли. Мы уже делали об этом огромный ролик. Медицинские работники по всей стране записывают обращения, в которых жалуются на невыносимые условия труда и несправедливую оплату. В целом, проблема нехватки рабочей силы может привести к серьезным последствиям, такие как ухудшение условий труда, рецессия и другие негативные явления. Демографическая катастрофа 90-х, которая проявилась сейчас, может также оказать значительное влияние на пенсионную систему страны, что может привести к новым непопулярным мерам. Несмотря на то, что вопрос был частично решен путем увеличения пенсионного возраста в 2018 году, правительство не собирается увеличивать расходы на развитие экономики и социальной политики. Вместо этого оно будет помогать своим олигархам, которых обидели западные коллеги. Несмотря на то, что проблемы только множатся, российский капитал в таких ужасных условиях усугубляет проблему. Он не выплачивает зарплату рабочим, создает ужасные условия труда. Вот только небольшой список примеров того, как российская буржуазия обходится с рабочими. В начале августа 2023 года больше 200 индийцев устроили ночью акцию протеста в подмосковном Одинцове. Протестующие заявили, что работают на местной швейной фабрике. Там их заставляют выходить на 12-часовые смены, не выплачивают зарплату и отбирают паспорта. Эти трудяги работают и живут на западной промзоне уже несколько месяцев, и их вот тут очень много. Все очень приветливые и улыбчивые, если попросить станцевать, это не запросто. Одним словом, индусы. В 2020 году, 17 июля, забастовка прошла в столичном аэропорту Шереметьево. Около сотни строителей, занятых на реконструкции взлетно-посадочной полосы, требовали выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу. 11 декабря 2023 года более 500 рабочих West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в государственную АО «Национальное государство». Компания «Казмунайгаз». Это в Казахстане. Распространить на их единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В январе этого же года рабочие шахт компании Химпек требовали повышения зарплаты на 20-25% и устроили 2 стачки. Их заработная плата тогда составляла чуть больше $900. А уже 21 января на оборонном предприятии АТЭК НПК КБ машиностроения в Коломне рабочие хотели поднять забастовку из-за малых зарплат.
На юге Турции Росатом строит новую АЭС Аккую. Аккую — это совместный российско-турецкий проект. На его реализацию, стоимость которой составила около 25 миллиардов долларов, из казны Турции не было потрачено ни копейки. Строительство полностью ведется за счет Росатома. С 27 марта 2024 года рабочие снова устроили забастовку, призывая к выплате задолженности и улучшению условий труда. Рабочие заявили, что готовы сесть за стол переговоров с властями и обсудить свои требования, подчеркнув, что будут продолжать протест до тех пор, пока не получат зарплату. Из приведенного анализа становится очевидно, что между трудовым мигрантом и простым российским трудягой существует больше общего, чем между последним и крупным начальством. Мигрант также сталкивается с ущемлением своих трудовых прав и имеет схожие потребности и цели – обеспечить себя, свою семью необходимыми благами, такими как жилье, еда, вода и другие. В то время как олигарх, который также является гражданином России, преследует совершенно иные цели – извлечение еще большей прибыли. Участие трудовых мигрантов в забастовках выгодно российскому рабочему, поскольку победа рабочих – это победа всего рабочего класса. Трудовые права завоевываются для всех, а не для отдельных лиц. Поэтому цель каждого сознательного рабочего – постоянно бороться за свои права, агитировать своих коллег и организовывать борьбу против произвола на производстве. И трудовой мигрант в этом деле союзник, а не враг. Спасти усугубляющуюся ситуацию с положением рабочих и ужасными трудовыми условиями может только национализация ключевых отраслей экономики и плановая политика. Нехватка рабочей силы может быть решена путем перераспределения существующих человеческих ресурсов из невостребованных областей в деятельности в необходимые. Нужно сократить штат чиновников и правоохранительных органов, распределить их по производствам и установить контроль за потребностями, которые необходимы экономике. А также необходима программа масштабных инвестиций в производство нового оборудования, которое повысит производительность труда. Сеять рознь между гражданами России и мигрантами выгодно Кремлю. Так политтехнологи направляют недовольство людей в безопасное русло ненависти к мигрантам и приходится, к сожалению, признать, что пропаганда частично имеет успех. При этом управленческий гений чиновников за 20 лет так и не придумал, как создать гармоничные условия жизни иностранных рабочих вместе с местными. Мигранты все еще сталкиваются с плохими условиями жизни, скучностью, общежитиями. Они все еще получают меньше, чем коренное население, и работают больше. Внутри России все еще существует национальный раскол. Национальный раскол сохраняется потому, что это выгодно для Кремля, для бизнеса, для строительных компаний и для правоохранительных органов. Выгодно, чтобы мигрант плохо говорил по-русски, еще хуже читал и не знал о своих правах в России. В сущности, к такому же положению буржуазия хотела бы свести и всех рабочих, не только иностранных. Экономическая реальность опровергает демагогию в стиле «пусть едут домой». В России из-за демографической ямы опустел рынок труда. Хотя и буржуи конкурируют между собой за рабочую силу, и поэтому зарплаты выросли, но работы на каждого рабочего в стране стало больше. Мигранты уезжают сейчас из-за преследований, и вообще в последние годы работать в России стало невыгодно из-за слабости рубля к доллару. Ведь основные заработки трудящихся переводятся в родные страны. Полицейские преследования только обостряют проблему. В начале апреля мэрии Махачкалы и Владикавказа столкнулись с тем, что все работники мусорных компаний были задержаны полицией для проверки документов. Несколько дней в городах скапливались зловонные кучи мусора. В итоге сами чиновники были вынуждены выйти и разгребать помойки, так как местные жители не готовы брать на себя работу мигрантов. Как можно увидеть, экономика не расцвела и жизнь не улучшилась, несмотря на отток мигрантов. В случае с Киргизией заработки рабочих киргизов в России являются основным средством этих людей к жизни. Без них население там обвалится в тотальную нищету. В случае с Узбекистаном и Таджикистаном ситуация не такая острая, но похожая. Экономика России нуждается в рабочих руках, а трудящиеся из Средней Азии обречены экономическими условиями своих стран работать за рубежом, в частности в России. Это создает между местными рабочими и приезжими фактическую связь. Рабочих
Местных и иностранных связывает вместе экономическая реальность, которую не перебить никакой пропагандой и ненавистью. Мы все страдаем от гнета полицейщины, только мигранты более беззащитные. Мы вместе живем на грани нищеты, пока за наш счет пируют олигархи. И труд рабочего мигранта не хуже, чем труд местного рабочего. Поэтому ближайшим лозунгом должно быть равенство в правах мигрантов и местных рабочих. Вместе добьемся перемен.